Всем привет! В этом видео я расскажу о, казалось бы, очевидных вещах, которые увеличат интерес к вашей игре. Обращаем внимание на 4 вещи: сюжет, отвлечение, управление чем-то большим или меньшим, придание жизни NPC. Сюжет. Когда появились первые платформеры на консолях, они были с очень похожей игровой механикой. Мы бежим, прыгаем, стреляем, уворачиваемся от противников, бежим к какой-то цели, и все они были невероятно разными. Во всех играх были свои фишки. Как вы думаете, на что раньше опирались в написании сюжета и на что опираются сейчас? И раньше и сейчас опирались на одно и то же, на свои собственные знания. Раньше информации было во много раз меньше, не было интернета, не было средств массовой информации. Не было гейм-джемов, презентаций, семинаров по программированию игр. И все равно программистам удавалось создавать шедевры. А сейчас у нас есть море информации, в которой тонешь, если не знаешь, что искать. И очень плохо, если попадается ненужная информация, которую выдают за аксиомы. В разработке игр нет правил и шаблонов, и сюжет не исключение. Почему нельзя полагаться только на крутую графику? Потому что с ростом прогресса графика в играх улучшается, и уже через 5-10 лет на вашу игру будут смотреть, как на игру в куличике в песочнице. Откуда же брать пищу для фантазии? Мой ответ простой: в книгах и в фильмах. И чем больше вы смотрите и читаете разных жанров, тем шире ваше мировоззрение. И при правильном комбинировании этих знаний вы сможете написать самый интересный сюжет даже для платформера. И не исключено, что вы можете придумать новый игровой жанр. Если игра становится первопроходцем, если вы придумали новый игровой жанр, то это в миллион раз лучше, чем просто сделать отличную игру. Примерами хороших современных платформеров я считаю Fallout Shelter и This War of Mine. Они даже чем-то похожи. В Shelter вы больше занимаетесь обустройством своего бункера, а в This War больше уклон на именно выживание. Отвлечение. Чтобы максимально погружать игрока в сюжет, его нужно иногда отвлекать от сюжетной линии. Отвлекать можно чем угодно, например, приколами. Приколами и грустными развязками нужно пользоваться как хирургическим инструментом, аккуратно и умело. После того, как написан основной сюжет, возможно, стоит добавить в игру трогательных и эмоциональных моментов. Тех, после которых падают со стула от смеха, или тех, от которых пробивает на слезу. А может быть, стоит добавить все это в механику игры. Например, в игре Fairy Tail Fights все известные сказочные сюжеты перевернуты с ног на голову. Здесь Белоснежка и Красная Шапочка рубят топорами сказочных существ. Хардкорно и круто. В квесте Valiant Hearts очень тщательно проработан сюжет. Здесь есть как и очень грустные моменты, так и веселые и смешные. И в процессе прохождения этой классной игры у играющего человека меняются эмоции. Мы переживаем за каждого из игровых персонажей. Радуемся их воссоединению или встречам. И грустим, когда кто-то погибает. Управление чем-то большим или меньшим. Этот прием нужен играм, чтобы повысить или уменьшить значимость основного игрового процесса. Например, в игре Grand Theft Auto основным персонажем, если абстрагироваться, можно считать человека за рулем любой машины. Машины, конечно, разные, но игровая механика одна и та же. Камера под одним углом, вы гоняете на машине по городу. И в игре GTA не зря появилась возможность управлять кранами, судоверфи, вертолетами и подводными лодками. Здесь уже игровая механика немного меняется, и мы немного отвыкаем от гонок, то есть от обычного игрового процесса. А когда возвращаемся снова за руль одной из спортивных машин, то получаем уже большее удовольствие от гонок, потому что отдохнули от этих самых гонок. В игре Jungle Strike на Sega Mega Drive мы управляем в основном вертолетом. И чтобы разрядить этот игровой процесс, чтобы внести разнообразие, нам предлагают миссии, где мы просто бегаем человечком и стреляем. Нам дают управлять чем-то меньшим, чем обычно, и это вносит положительный диссонанс в игровой процесс. В игре Ниндзя-черепашки на Денди мы играем в обычный платформер, и переходы между уровнями сделаны очень оригинально. Когда мы выбираемся из очередной канализации, то мы уже двигаемся по карте и пытаемся найти вход в следующую канализацию. Управляли большой черепашкой в платформере, управляем маленькой черепашкой на карте. Придание жизни NPC. Я имею в виду не то, что они
в состоянии идол стоят и покачиваются. Или толпы бездушных NPC бродят по городу. Хочу сказать не про это. Придать жизни NPC помогут внутриигровые события, привязанные к этим самым неигровым персонажам. Например, мы играем в какой-нибудь RPG. В этой игре есть продавцы и магазины. Как насчет того, чтобы в один прекрасный день мы пришли в магазин, а магазин закрыт, так как продавец уехал в отпуск или заболел? Отличным примером такого приема я считаю игру Dark Souls. Здесь, если вы оставили в живых не того NPC, то могут пострадать ваши продавцы. На этом все. Желаю вам кодек без граблей. Видео подготовлено специально для группы от идеи до релиза. Если вам понравилось видео, жмите лайк. Если не понравилось, то ресет. Всем пока.